Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Под занавес недели моды в Париже Симон Порт-Жакмюс вновь оказался в Версале. И, как мне показалось, самым автобиографичным и трогательным шоу в его карьере. Новая коллекция для одноименного бренда Жакмюс весна-лето 2026 была встречена фэшн-сообществом куда более громкими овациями, чем прошлое, показанное в саду дворца в июне 2023. Тогда ее шепотом ругали за невнятный нарратив, несуразные силуэты и кич, никак не украшающий дизайнера. Того дизайнера, которого любят в первую очередь за искреннее желание рассказывать простые истории из жизни парня, что родился и вырос в небольшой прованской коммуне Мальмор. Того, что с раннего детства мечтал о Париже. Нынешнюю совместную линейку женских и мужских образов, представленную уже в галерее Версальского дворца, публика оценила как теплое, радушное приглашение в семейный альбом. В раннее детство Жакмюс, между грядками и рынком, где каждая собранная корзина овощей – это маленькая победа. Начиналось все просто. Босой мальчик, такая вот от силы 7-летняя версия шкодливого Симона Порта, пробежал по оранжерее Версаля и распахнул тяжелую 5-метровую дубовую дверь, откуда на подиум шагнули модели. Атмосфера показа словно наполнилась запахом свежескошенной травы и ароматом спелых фруктов. Дизайнер не случайно дал коллекции название «Крестьянин». Модный рассказ он решил построить вокруг истории 3 поколений своей семьи после того, как пересмотрел старые фотографии родных. На этих снимках потомственные фермеры хвастаются на камеру добротным урожаем моркови, томатов, зеленой фасоли, картофеля с полей, на которых вырос и сам Симон. Детство в Провансе, бабушкины фартуки, вышитые скатерти и ажурные салфетки, косынки и рубашки теперь превращаются в модные хиты. На подиуме мы видим настоящую крестьянскую романтику. Такое впечатление произвели в первую очередь вещи, специально сшитые из простых тканей вроде хлопка и льна. Будто накрахмаленные наряды со складками напоминают хрустящие скатерти или постельное белье с вышивкой решелье. Свободные рубахи с треугольными вырезами – прямая копия повседневной комфортной одежды сельского жителя, а многоярусные елки из ткани – модный вариант для деревенского праздника. Юбки солнца здесь собраны в фартуки, кожаные куртки получили форму традиционного прованского миндального пирожного. А полупрозрачная одежда в голубую полоску явно срисована с зонта, под которым когда-то ребенком Жакмюс прятался от солнца. Силуэты играют с объемом и создают сцену движения и труда. Драпировка отсылает опять же к сельскому быту Франции начала 20 века. Тогда крестьянка накидывала шаль на плечи, перекрещивала ее концы на груди и, уводя за спину, заправляла их в передник или юбку. Хочу отметить, дизайнер сегодня не отказался полностью от летней чувственности, за которую так ценится бренд. В коллекции были модели с шифона с рукавами летучая мышь и платье-халтер из расшитого тюля с открытыми плечами и спиной. А еще мягко облегающее тело Макси на тонких бретелях и романтическое цвета слоновой кости ручной ажурной вязки. Мужские образы выглядели чуть более сдержанно, чем обычно. Некоторые строгие ансамбли вдруг напомнили о британских аристократах, которые часто посещали Прованс еще во времена бабушки Симона. Кстати, мужская мода у бренда Жакмюс теперь занимает почти половину бизнеса. Вот оно, полное равноправие. Цветовая палитра спокойная, приглушенная. Черный, белый, шоколадный и бежевый гармонично приправлены теплым желтым, нежным розовым, слегка бледным голубым. Сочные и яркие красный, зеленый, оранжевый заметны только в акцентных аксессуарах, которые буквально влюбляют в себя с первого взгляда. Есть элегантные с нотками ретро, а есть немного забавные, порой ироничные и точно не как у всех. Например, обвесы в виде связок чеснока, позолоченные серьги в форме стручков фасоли и кожаные брелоки, будто зрелые вишни или клубника. Модели носили их в оббитых кожей ящиках для ягод со стилизованным логотипом Жакмюс. Место в подобных также нашлось похожим на апельсины ярко-оранжевым редикюлем с листиками на фермуарах. Судя по фактурной поверхности, эти аксессуары из страусиной кожи. Был еще клатч, один в один, как пучок лука-порей, сумка в полоску, словно изготовленная из мешковины, и всегда актуальные летом корзинки. Самыми трогательными жестами мне показались ненавязчиво вставленные за тонкие ремешки льняных жилетов живые веточки лаванды и розмарина или соломенная шляпа, прижатая к груди. Да, Симон Порт умеет превращать простое в возвышенное. Модное шоу действительно получилось личным, трогательным, душевным, однако недостаточно зрелищным.
Все-таки Версальская галерея довольно длинная, и порой у собравшейся на презентацию публики возникало ощущение, что модели шли по подиуму целую вечность. Но это никак не уменьшило общий успех коллекции. В комментариях Жакмюс отметил: настоящая мода, она как и фермерство, как профессия надежды. Да, можно родиться среди моркови и артишоков и все равно оказаться в Версале. Главное – оставаться собой и верить в мечту. Дизайнер громко заявляет: «Я хочу быть солнцем моды». Ну что ж, друзья, пусть светит. Нам всем пригодится немного такого тепла. Приятного просмотра, мои дорогие. С интересом жду ваши впечатления в комментариях к видео. Красоты вам и совершенства, широких возможностей для модного творчества и позитивного, солнечного настроения.